Всем привет, с вами я, Сэмзэй. Это видео будет сочетать в себе несколько рубрик. Путешествие по Москве, случайный свидетель. В Москве существует особая терминология – ржавый пояс. Это та территория Москвы, которая сейчас заброшена. В основном это заводы, фабрики и другие промышленные предприятия, но и даже другие социальные объекты. В 2018 году начали снос одной из самых страшных мест в Москве. Его знают сталкеры, люди, интересующиеся опасным увлечением, лазить по заброшенным зданиям и объектам. И это здание до сих пор знают жители района Ховрино. Его называют Амбреллой недостроем. Это ХЗБ, Ховринская заброшенная больница. Еще раз напомню, что строительство больницы началось в 1980 году. Приостановка в 1985. Окончательная остановка строительства после распада Советского Союза в 1991-1992 годах. Официальной причиной является нехватка финансирования, но есть другая причина. Строительство велось в болотистой местности, прямо на русле реки Лихоборка, сейчас заключенной в подземную трубу. Больница была рассчитана на 1300 мест и была построена в стиле брутализма. Для этого стиля характерна массивность, грубые формы и использование железобетона. Как видите, что уже год снесен как ХЗБ, и сейчас идет опять бурная застройка. Кстати, была еще долгая полемика о том, что будет на месте снесенного ХЗБ. Предлагались различные варианты. В итоге решили построить дома по программе реновации. Но жители района Ховрино высказались против строительства жилых домов. Их, в принципе, можно понять. Здесь они хотели увидеть какой-нибудь культурно-досуговый центр. Можно посмотреть на карту района Ховрино. И можно заметить, что культурно-досуговых центров практически нету в их районе. Нет, есть, конечно, и конно-спортивная база ЦСКА на улице Дыбенко, Ледовый дворец Умка в Прибрежном проезде и дворец спорта Динамо на улице Лавочкина. Но, к сожалению, этого, увы, мало. Хотели бы увидеть еще какой-нибудь один культурно-досуговый центр. Но, увы, жители района не услышали. И в итоге снова застраивают жилыми домами. Но на этот раз не просто обычными домами или жилым комплексом, а домами по программе реновации. Конечно, я не очень хотел затрагивать политику. Я противник этого. Я даже на своем канале это не придерживаюсь, но придется все-таки в какой-то степени рассказать про эту программу реновации. Программа реновации – это проект правительства Москвы, который был принят в 2017 году, предусматривающий переселение жителей ветхих пятиэтажек или других домов. В основном это хрущевки, построенные в конце 60-х, до середины 80-х, или другие дома ранее построенных хрущевок. Что предлагается взамен этим пятиэтажкам для данных жителей, которые будут расселяться из этих ветхих домов? Будут предлагаться более современные квартиры. То есть жители района Ховрино будут переселяться в своем же районе. Но есть исключения. Для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов, а также города Зеленоград в пределах округа. Как будут выдаваться квартиры? Либо равнозначные, либо равноценные. Сейчас поясню различия. Равнозначные – это значит, что квартира будет такая же, как и старая, по площади или даже лучше. То есть, допустим, к примеру, площадь квартиры где-то около 50 квадратных метров, старая квартира, будет выдаваться новая, где-то либо по такой же планировке, по такой же площади, либо чуть больше, то есть 55-60. Равноценная квартира – это стоимость
новой квартиры равнозначно стоимости старой квартиры. Итак, в общем, все вы увидели, что здесь строятся дома по программе реновации. Ховринская заброшенная больница, ХЗБ, Амбрелла или Недострой навсегда ушла в историю, как одно из самых страшных мест в Москве. Был убран еще один объект из ржавого пояса Москвы. В общем, будут еще одни жители района Ховрина. Приеду ли я в следующий раз в район Ховрина? Сложно сказать. Но это будет из рубрики «Путешествие по Москве». С вами был я, Сэмзэй. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.